Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юлия. Я рада приветствовать вас на своем канале «Семейные рецепты». Сегодня хочу с вами поделиться рецептом вкуснейшего хрустящего тарта с карамельно-ореховой начинкой. Много орехов, много карамели, очень вкусно. Давайте скорее его приготовим. Начнем с приготовления теста. Просеиваем 200 грамм муки. Теперь добавляем 40 грамм сахара. Буквально 1/4, щепотку соли. Все это перемешиваем. Холодное сливочное масло. Можно его, конечно, перетереть на терке, но я предпочитаю перетирать просто вот так вот руками. У нас должна получиться вот такая вот рассыпчатая приятная крошка. Сейчас мы сюда будем добавлять постепенно холодную воду. Вода должна быть очень холодная, можно даже добавить пару кубиков льда. Мы не будем добавлять полностью, будем добавлять по несколько ложек. И начинаем замешивать. Тесто должно собраться в ком. Наше тесто собралось вот в такой вот шар, стало мягким, послушным. Мы его убираем в пакет и в холодильник на 1 час. Тарт у нас ореховый, нам необходимо поджарить орехи. Грецкие орехи я использую фирмы Naturfood. Мне нравится их качество. И смотрите, как много целых половинок. Вот как раз целые половинки мы отложим, потому что они нам нужны для украшения нашего тарта. Смотрите, какие они крупные, хорошие орешки. Нам понадобится 150 грамм грецких орехов. И чтобы разнообразить вкус, можно добавить еще грамм 50 лесных орехов. Мы их немножечко поджарим, а потом нам необходимо их измельчить. Стол мы слегка припыляем мукой. Тесто достаем из холодильника. Теперь с ним будет удобно работать. Нам теперь нужно его раскатать в пласт. Тесто мы раскатали. Теперь мы будем перекладывать ее в форму. Форма у меня обычная, неразъемная, чтобы было удобно доставать тарт. Для этого я вырезала вот такие вот полоски из пергаментной бумаги. И крест-накрест вот так выложим, а сверху тесто. Чтобы удобнее переложить тесто, мы воспользуемся скалкой. Так вот аккуратненько поддеваем. Тесто мы переложили. Теперь распределяем по форме. Лишние края мы убираем. Можно это сделать с помощью скалки. Вот таким вот образом. Излишком теста можно сделать вот такой вот валик и продавливать края, чтобы они хорошо легли в форму. Для того, чтобы основа не потеряла форму при выпекании, мы берем пергамент, вот так вот сминаем лист пергаментной бумаги и выкладываем. Пергамент мы уложили. Теперь это нужно нам прижать грузом. Грузом может быть рис, в общем, любая крупа, у меня вот горох. Так вот равномерно распределяем и убираем выпекаться в духовку, разогретую до 200 градусов на 15 минут. Орехи мы поджарили, теперь нам их нужно измельчить. Я это делаю при помощи ножа. Орехи я измельчаю при помощи ножа, потому что если в блендере, то будет прям слишком мелко. Нам нужно немножко кусочки покрупнее. Теперь мы будем готовить карамель. Для этого в сотейник мы высыпаем 200 грамм коричневого тростникового сахара. Можно использовать обычный белый сахар. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока, 80 грамм сливочного масла, несколько капель ванильного экстракта. И добавим несколько ложек инвертного сиропа. Также можно заменить инвертный сироп на обычный мед. Как только закипит, варим 5-10 минут на среднем огне, периодически помешиваем. Вот наша карамель начала густеть уже, увариваться. Варила ее примерно 5-7 минут, не больше. Теперь мы сюда добавим соль, примерно 1/4, 1/3 чайной ложки. И высыпаем наши дробленые орехи.
Все это хорошо перемешиваем, снимаем с огня и даем немного остыть. Также для начинки нам необходимо 3 яйца. Их взбиваем венчиком. Теперь взбитые яйца мы добавляем в нашу карамель. Карамель у меня получилась очень густой, из-за того, что положила большое количество орехов. Карамель мы немного остудили, чтобы не получить сладкий омлет. А теперь все хорошо перемешиваем до однородной массы. Наша основа готова, она уже немного подстыла. Теперь мы убираем груз и будем наполнять начинкой. Кстати, груз я просто пересыпаю в банку и буду использовать для других рецептов. Вот такая у нас начинка получилась, и мы ее сейчас будем вливать в основу. Помните, мы оставляли дольки орехов? Вот теперь ими мы будем украшать наш торт. Украсили орехами, убираем теперь в духовку, разогретую до температуры 170 градусов на 40 минут. А мы достали наш торт из духовки, дали ему немножко остыть. А теперь будем вытаскивать. Смотрите, как легко можно достать торт с помощью наших полосок из пергамента. Смотрите, какой красавчик у нас получился. Очень аппетитный, ароматный. Мне уже прям не терпится его попробовать. Смотрите, какой он красивый внутри. Тянется карамель. Какой же он вкусный. Обязательно его приготовьте.